Что скажешь? Все в порядке, но я решила поменять тактику. В смысле? Подключаю к работе ассистентку. Подключай кого хочешь. Но это задание ты должна выполнить. Что скажешь? Миш, если хочешь знать мое мнение, то, по-моему, предложение отличное. Я хочу, чтобы ты проверил еще раз этот комбинат. Хорошо. Обрати внимание на склады. Понял. Понюхай, потрогай все. Ну, не мне тебя учить. Я чувствую, что нас ждет какой-то подвох. Тогда почему тебе не поехать со мной? Мне надо вернуться в Ригу на пару дней. Годовщина. Доброе утро, Сергей. Ваш столик свободен? Прошу. Спасибо. Здрасте. Ваш кофе, Вера Сергеевна. Нет, кофе мне сейчас нельзя. Но вы чашку не забирайте, хорошо? И принесите сок. Любой. Прошу вас. Мы что, не могли позавтракать дома? Могли, но я люблю, когда у меня есть свободное время, завтракать в ресторанах. Ого! Ну, здесь и цены. Ну, не хотите завтракать дома? Давайте пойдем туда, где попроще. Надя, никогда не позволяй себе есть в дешевых забегаловках. Это дурной тон. Как по-твоему, это что? Это чашка кофе. А это? Ресторан. Нет, милая моя. Это не кофе. Это не ресторан. Это не меню. Это образ жизни. Ты должна к нему привыкнуть. Если ты хочешь зарабатывать миллионы, ты должна на миллион выглядеть. Ты должна пахнуть на миллион. Ты должна излучать уверенность в том, что ты можешь позволить себе завтрак в любом ресторане, в любой части мира. Понимаешь? Прошу вас. Первый раз буду есть яичницу за сумасшедшие деньги. Приятного аппетита. Спасибо. Как вы убедились, комбинат по-прежнему в прекрасном состоянии? Да, все отлично. А как там наш непоколебимый господин Крумс? Пока трудно. Михаил сомневается, надо ли покупать. Но вы же его убедите, что надо покупать. И покупать срочно. Убедите? Я стараюсь. Убеждаю. Я приложу все усилия для того, чтобы он подписал купчую. Старайтесь, Артем. О цене мы договоримся. О цене комбината. О цене вашей личной дальновидности. Моего предательства, вы хотите сказать? Вы же устали быть в тени Крумса. И правильно. Ну и почему ему все, а вам только зарплата? Почему он вас не сделает полноценным партнером, что не ценит? А вот это несправедливо. И за это надо наказывать. Вы достойны большой компенсации. Очень большой. И я знаю, что я говорю, потому что я такая же, как и вы, дальновидная. Поэтому давайте-ка мы с вами вместе поможем нашему милому Крумсу приобрести этот прекрасный комбинат.
Ход ваших мыслей мне нравится. Давай поговорим. О чем? Это тебе нужно решать о чем. Я же тебе нужна. Соответственно, я тебя уже интересую, а ты меня еще пока нет. Вот и заинтересуй меня. Как? Говори. Придумай, как бы ты могла заинтересовать своего собеседника. Ну, хорошо. Я вчера, когда ходила по городу, то видела, что в некоторых магазинах уже появились вещи из новых коллекций. А знаете, какой цвет будет самый популярный этой осенью? Синий. Ну, вы молчите. Вам не интересно? Мне совершенно интересно, где ты вчера была, что ты видела. Ты должна заинтересовать собеседника, понимаешь? Ну, мужчину я бы точно заинтересовала, просто вы не мужчина. Но это глупости, Надя. Я в первую очередь человек. Цель – это же не то, что у мужчины в брюках. Цель – это мужчина в целом, то есть человек. То, что у него в голове, в сердце, в душе. Вот и говорить нужно о том, что 100% заинтересует твоего собеседника. Если же ты не знаешь, что тебе сказать, тогда лучше молчи. Итак, тебе заказали мужчину. Он тебе пока еще не знаком. Ты должна засесть в его мозг, в его душу, в его сердце и там сидеть, Надя, до тех пор, пока он не сделает то, что нужно тебе, то есть твоему заказчику. Чтобы заставить мужчину сделать все, что ты захочешь, надо подобрать к нему правильный подход. У нас говорят, занять правильную высотку. Кто он такой? Чем он занимается? Чего он по-настоящему хочет? А может быть, у него есть какие-то тайные желания. Такое тоже бывает. И вот когда ты это поймешь, когда ты это почувствуешь, можешь считать, что высотку ты уже заняла. Потом, в подходящий момент, прицеливаешься. Бинго. Мужчина все сам для тебя сделает. Это так сложно. В нашей работе мы можем рассчитывать лишь только на себя. Для этого нужно что сделать? Собирать информацию и анализировать. Правильно, молодец. Надя, пойдем. Да, я знаю. Давно не приходил. Но ты же знаешь. Дела, разъезды. Прости меня, любимая. Мне тебя очень не хватает. Ты водить умеешь? Умею, но прав нет. Надо получить права. Их можно и купить, но нельзя привыкать к легким результатам. Поверьте уж, я это знаю. Да, с 1 сентября у тебя начинается учеба, поэтому у нас еще меньше времени. Вы забыли, у меня нет денег на обучение. Я оплатила первый семестр. Заработаешь, отдашь. Хорошие девочки должны учиться в хороших вузах. Спасибо. А теперь давай поговорим о музыке. А что вы слушаете? Правильно, Надя, правильно. Ты всегда должна любить то, что любит твоя цель. Всегда. Всегда. Тетя Люба. Ты думала, я тебя забыла? Голодная, небось, да? Вера за всю свою жизнь ни одной котлеты так и не приготовила. Смотри, что я тебе принесла. А? Давай, 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 садись. Тетя Люб, я не голодная. Ну все, промыла на себе уже мозги, да? Учебник по этикету, образ жизни,
Хочешь зарабатывать миллион, выгляди на миллион. Проходили мы эти лекции уже. Надь, ну все, ну поиграли, хватит. Идем домой. Нет. Надь, ну ты не понимаешь, во что ты ввязалась. Я понимаю, что я не хочу жить так, как жили мои родители. Когда каждый месяц считаются дни до следующей зарплаты. А самое интересное, самое лучшее можно увидеть только в телевизоре. Ты можешь стать счастливой, успешной без всего этого. Когда? Как? К 80 годам я хочу видеть красивое платье не в витрине магазина, я хочу видеть его на себе. Ты из-за платья решила поломать себе жизнь? Тетя Люб, ну при чем же здесь платье? Люба пришла. Любаша, ты котлеты привезла. Господи, как же они пахнут. Ты правда на нас больше не сердишься, Люб? Не подавишься? Глаза твои бесстыжие. Надя, а ты что котлеты не ешь? Тетя Люба готовила с любовью. Тетя Люба — наша семья. Не будешь котлету? Не хочу. Я буду. Мы сидим здесь уже полчаса. Будет новый урок? Ты видишь мужчину в бабочке? Вижу, с бородой. Симпатичный. Хорошо одет. Ты должен с ним познакомиться и принести домой 1000 евро. Кто он? Или мне самой нужно узнать? Его зовут Андрей. Богатый бездельник. Очень любит красивых девочек и всегда носит с собой крупные суммы наличными. На чем приехал? Желтая машина его. Ух ты. А наберите меня через 30 минут. Молодой человек, можно вас попросить сфотографировать меня? Что, нравится машина? Ага. Ну. Супер. Еще разик. Да, такой в городе больше нет. Спасибо. Только у меня. Так это ваша машина? Полгода ее ждал. Кстати, я могу вас прокатить. Вообще-то я не сажусь в машины к незнакомцам. Но я думаю, что за рулем такой машины может ездить только очень порядочный человек. Так Я сделаю исключение. А вы расскажете мне о ее ходовых характеристиках? я могу рассказать вам о ходовых характеристиках всех машин на этой планете. Как дома? Все хорошо. Ты ездил на объект? Какие впечатления от комбината? Ездил, впечатление отлично, уверен, надо брать. Если не возьмем мы, они предложат другому покупателю. Ты все внимательно там рассмотрел? Все. Цеха, офисные помещения, склады, все в полном порядке. Интересно. Я думал, что ты нащупаешь какой-то подвох. Все в порядке? Никакого подвоха. Хорошо. Отлично прокатились. Вы так интересно рассказали о подвесках и клиренсе внедорожников. У меня прямо мурашки по коже. Вы знаете, я представила вас такого красивого, сильного на авторалли. Вы настоящий профессионал. И мне повезло, что я с вами познакомилась. Спасибо. А у тебя какая машина? А у меня был полноприводный кроссовер дизель. Ты ее разбила? Нет. Я когда машину продавала, то так плакала. Но если бы не острая необходимость в деньгах... Извините, мама. Да, мамуль.
Мамочка, ты только не переживай. Мы обязательно найдем деньги на операцию. Но мы ведь уже почти собрали нужную сумму. Мам, прости, мне сейчас не очень удобно говорить. Люблю тебя. Ну что, может, еще покатаемся? Правда, очень хотелось бы. Вы мне еще не рассказали, как принимали участие в ралли Париж-Дакар. Но мне нужно идти домой. Подожди, что случилось? Андрей, вы очень великодушный человек, но зачем вам чужие проблемы? Я серьезно. Расскажи мне о своих проблемах. Три 3000 евро. Это все, что у него было с собой. Секс был? Нет, даже намека не было. Но свидание я ему на завтра назначила. Ну, разумеется, никуда не пойдешь. Разумеется. Это тебе. Остальное мне в счет твоего долга за обучение. Ну что, Надежда, экзамен ты сдала? Ну, теперь я вижу, что в тебе не ошиблась. Ложись спать. Надя, они приехали. Сейчас зайдут. Ты обрати внимание на блондин. Угу. Надя, ты уже на месте? Да, сижу, жду. Угу. Они зашли, официант провел их. Здравствуйте. Добрый день. Обрати внимание на блондина. Здравствуйте. Милый, Это и есть твоя цель. Господин Рыков, мы с Михаилом долго думали и пришли к мнению, что покупка комбината в сжатые сроки для нас интересна. Мы готовы приступить к обсуждению финальных условий покупки. Очень рад это слышать. Ну что ж, я думаю, это нужно отметить, господа. А потом мы пройдемся по основным пунктам нашего договора. а что с этим парнем не так? В смысле? Ну, почему им буду заниматься я, а не вы? Надь, слишком много вопросов задаешь. Собираю информацию. Хорошо, я тебе отвечу. Я собиралась заниматься им лично. Меня уже вывели на цель, то есть познакомились с ним. Мы прекрасно провели вечер, общались, обменялись номерами телефонов, но он мне не перезвонил. Промазали? Да. И вот такого раньше со мной не было. Похоже, вы выбрали не ту высотку. Может быть. Но с твоей помощью мы сделаем вторую попытку. Наденька, клиент этот очень важный, и второй раз промазать нам нельзя. Ну ладно, все, уходи оттуда. Ну и что ты скажешь о нем? Кроме того, что он симпатичный. Напряженный какой-то. Он несчастный, это точно. Да. Несчастный. Слишком мало у нас о нем информации. Я бы поговорила с теми, кто хорошо знал его в прошлом. Ну, разве сложно поехать в его родной город и найти его старых друзей? Какая ты, Наденька, у меня молодец. Сегодня и полетим. У тебя паспорт есть? Загран. У меня нет загранпаспорта. Я дам тебе номер телефона, позвонишь, скажешь, что от меня, а загранпаспорт будет через неделю. А я ждать не могу, поэтому вылечу сегодня ближайшим рейсом без тебя. Ну, наконец-то. Я тебя уже 2 часа жду. А откуда ты знаешь, что я сейчас здесь живу? А мне тетя Люба адрес дала. Слушай, а как ты оказалась в таком крутом месте, а? А вообще-то это не твое дело. Ладно, не хочешь говорить, не надо. Может, прогуляемся? Никуда я не хочу идти. Тем более с тобой.
Паш, ну прости. Я не хотела тебя обидеть. Просто у меня сейчас такой сложный период, и я очень устаю. Так, может, прогуляемся? Ну ладно. Только ты не привыкай. Обещаю. Ой. Паш, а ты бы любил меня любой? В смысле? Ну, если бы я была уборщицей или меня в тюрьму посадили. А что это за любовь такая, если вот так любишь, а вот так не любишь? Надь, кем бы ты ни была, ты для меня всегда лучшая. Что это вообще за дурацкий разговор такой? Надь, я буду любить тебя всегда. Ваш заказ. Спасибо. Салфетки. Секундочку. Салфетки. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Странно все это. Что? Живешь в шикарном районе, ведешь себя не так, как всегда. В смысле? Надь, да ты никогда пиццу ножом и вилкой не ела. Ты во что-то вляпалась, да? Ну, может быть, я с кем-нибудь встречаюсь, и он научил меня правилам этикета. Да ты ни с кем ты не встречаешься. Даже ни разу на свой телефон не посмотрела. А те, у кого начинают серьезные отношения, постоянно смотрят на свой телефон. А может, у меня несерьезные? У тебя, да? Надь, ты хорошая, серьезная девушка. Здравствуйте, а где кабинет директора? Здравствуйте, я директор. Отлично, я Вера Игнатьева, я журналист. В вашей школе когда-то учился Михаил Крумс. О, Миша. Вот сейчас он вошел в десятку лучших бизнесменов Латвии. Я пишу о нем статью. Вы могли бы мне о нем рассказать? Ну, о своем лучшем ученике я расскажу вам с удовольствием. Пойдемте. Пойдемте. Учился Миша хорошо, но иногда очень хорошо мог и похулиганить. Вот, а это их классный альбом фотографий. Я у них был классным руководителем, и он у меня сохранился. Ну, тут интересно, что это ребята яблоки собирают, это они на лошадях катаются. Была такая мода в те годы на конный спорт. А это... Ой, а это кто? А это Инга и Миша. А кем Инга являлась, Миша? Инга его первая и единственная любовь. Они с первого класса за одной партой сидели. С первого класса он за ней бегал. За все годы учебы к Инге никто не посмел пальцем прикоснуться, потому что знали, Мишка так отделает, мало не покажется. Но они в итоге поженились? Да. Инга играла в школьном театре. И однажды после выступления Миша торжественно предложил ей руку и сердце. А играли они, как я сейчас помню, «Чайку» Чехова, а она играла Нину Заречную. А как Инга играла на фортепиано. А Мишка очень любил слушать в ее исполнении лунную сонату Бетховена. И что дальше? А дальше лихие 90-е. Миша ввязался в какую-то темную историю, занявшись бизнесом. В него стреляли. А Инга случайно оказалась там. Бросилась на выстрелы. На нем ни одной царапины, а ее до больницы не довезли. Ужас какой. А он так и не женился. Однолюб. Она была девушка веселая, добрая, много читала. А еще она конфеты любила. Белочка назывались. А они сейчас тоже есть? Это все не те конфеты. И все не так, и все не то.
А можно я сфотографирую школу и альбом для статьи? О чем вы говорите? Конечно. А я вам еще чайку приготовлю. Отлично, спасибо большое, я не Давайте. откажусь. А так у нее была годовщина со дня смерти. Теперь я понимаю, почему ты был такой неулыбчивый. Можно? Можно. Такое спрашивать? Надя, ты в Бога веришь? Верю. А чего вы спрашиваете? От того, что твой отец сейчас на небе смотрит на тебя, в гробу переворачивается, потому что ты не понимаешь, что ты творишь. Да все я понимаю. Не дура. Золотая медаль – это еще не признак ума. Да тебя же потом ни один нормальный мужик замуж не возьмет. Ты это понимаешь? А может быть, я не хочу, чтобы меня кто-то замуж брал? Мне нужно в аэропорт Веру Сергеевну встречать. Чтобы твоей Вере Сергеевне пусто было. В аэропорт ей надо. Вера Сергеевна, здравствуйте. Привет. Есть новости? Ну, считай, что мы с тобой уже заняли правильную высотку. И таким образом, после подписания контракта вы сразу оплачиваете 10% от суммы, а остальные 90% перечисляете не позднее 15 числа следующего месяца. Ну и с 10 утра 16-го комбинат ваш. Все правильно? Да, все именно так. Михаил, есть какие-то возражения? Господа, а давайте на сегодня закончим с договором и переместимся куда-нибудь в уютное местечко. Как вы насчет того, чтобы поужинать в приятной женской компании? Я согласен. Миш, ты как? Господин Рыков, а ваш новый проект из какой сферы бизнеса? Какой новый проект? Ну, под который вам так срочно понадобились инвестиции. Масс-медиа. Решил вот инвестировать в телевидение. В телевидение? Угу. Интернет-канал? Спутник? Вот. Что-то из этой области. Да, день был тяжелый. Я, пожалуй, в гостиницу. Артем, ты со мной. Миша, Рыков врет. мне кажется, ты ошибаешься. Я чувствую, я вот просто чувствую, что где-то нас ждет большой подводный камень. А я чувствую, что этот комбинат – лучшая сделка в нашей жизни. Но решаю здесь я. Поэтому я не хочу продолжать переговоры с Рыковым. И не хочу покупать этот комбинат. Ты выставляешь себя на посмешище. То мы согласны, то не согласны. Мне плевать, что обо мне будут думать. Я не хочу связываться с этим человеком и его комбинатом. То есть все? То есть все. А почему ты так нервничаешь? Просто потому, что мы потеряли кучу времени зря. Я ничего не потерял. Я сохранил свои деньги. В гостиницу. Вылетаем завтра же. Алло, здравствуйте, это я. Он не верит Рыкову и хочет отказаться от переговоров. Я уже все знаю. Откуда? Неважно. Ума не приложу, что теперь делать. Ваша задача – сделать все, чтобы Михаил Крумс не покинул наш город в течение суток.
Спокойной ночи, Артем. Ты уверена, что все получится? Более чем. Хорошо. О, утро доброе. Ты почему до сих пор не умыта? Твой кофе на столе. 5 утра. Почему такой ранний подъем? Садись, я тебе сейчас все объясню. Значит так, Михаил Крумс живет воспоминаниями и застрял в прошлом. Так мы ему подарим его прошлое. Ничего не понимаю. Вот это вот твоя любимая книга. Чехов. Да, ты очень любишь Антона Павловича Чехова, особенно «Чайку». А ну, посмотри на меня. Боже мой, прелестно. В школе ты играла Нину Заречную и, кстати, до сих пор играешь в самодеятельном театре. Еще ты любишь Ремарка и Стендаля. Да, Ремарк я действительно люблю. А зачем все это нужно? А затем, что Ремарка и Стендаля очень любила Инга Ладзе. Ингу любил Михаил. Он был на ней женат и до сих пор винит себя в ее смерти. Так что давай быстренько, у нас мало времени и очень много дел. Люди, львы, орлы, куропатки. Мне что, нужно это наизусть выучить? А ты как думаешь? Елена Викторовна, здравствуйте, я Вера, это я вам звонила. Вы уж простите, что мы так рано. Да, 6 утра это, конечно, рановато для занятий музыкой, но, насколько я понимаю, вам это очень нужно. Да, срочно. Ну, а где же девочка, которую нужно учить? Вот она. Здравствуйте, я Надя. Здравствуйте, Надя. Ко мне на первый урок игры на фортепиано обычно приводят более юных особ. Да, я понимаю. Но другой девочки у меня нет. Надо срочно научить ее играть лунную сонату Бетховена до конца недели. Лунную сонату? С нуля? Да. Даже не знаю. Ну, разве что самое начало, тактов 10. 50 тактов, и цена не имеет значения. За 4 дня? Это невозможно. Она очень талантлива. Приеду через 3 часа. Ну, бейте по рукам, в конце концов. Ну что ж, Надя, прошу к роялю. Доброе утро, Миш. Доброе. Я созвонился с помощником Рыкова. Они нас ждут сегодня в офисе после обеда. Смысл? Я думаю, что после обеда мы уже будем дома. Миша, так дела не делаются. Ты передумал покупать комбинат? Хорошо. Но сообщить об этом надо культурно. Поблагодарить за оказанный прием. Они хорошо к нам отнеслись, радушно приняли. Поэтому надо проявить элементарную вежливость и сообщить о нашем решении лично. Я думаю, достаточно будет имейла или телефонного звонка. Я хорошо воспитан, и я так не могу. Я до сих пор считаю, что все твои подозрения беспочвенны. Поэтому зайду к коллегам и поговорю с ними лично. А ты можешь поступать как невоспитанный хам. Ты серьезно? Я невоспитанный хам? Да. Ты хотел лететь? Лети. Я согласен. Заедем к ним. Я лично сообщу, что не готов покупать комбинат в сжатый срок. Пусть предлагает его другому. Позвони им и скажи, что мы будем после обеда. И закажи нам частный рейс. Уже 10. Они что, опаздывают? Нет, эти ребята никогда не опаздывают. Пожалуйста, это вам. Па-бам! Привет, заходите. Привет. Здрасте. Значит так,
Начну с того, что никто и никогда не должен узнать о том, что здесь сегодня происходит. Вера Сергеевна, между прочим, тайна стилиста посильнее врачебной тайны. А тайна визажиста сильнее тайны исповеди. Да вы что? А почему же я всегда все сплетни узнаю от парикмахера? Вы хоть раз от меня хоть что-нибудь слышали? Вот, кстати, от тебя нет. Так, что нам нужно делать? Вот из этой девочки нам нужно сделать максимально похожую вот на эту. Угу. Поправим брови, выделим скулы, откорректируем линию губ. На фотографии другой подбородок, но я думаю, что это не проблема. Прическа ужасная, это старо как мир. Ну, впрочем, на самом деле можно все исправить, немножко подправить контур, и, собственно говоря, будет очень даже похоже. Да, стопроцентной схожестью не гарантируем, но правда будет очень похоже. В общем, начинайте, к часу приеду. Ой, ну не понимаю, Евгения Львовна, как это сможет нам помочь. Вы сделали, что я сказала? Ну да, я еще утром отправил свою секретаршу в отпуск с сегодняшнего дня. Только не понимаю, зачем. Сегодня у вас появится новая секретарша, временно. Ага, и Крум все бросит, передумает и опять купит мой комбинат. Ну не смешно, Евгений. Костя, возьми себя в руки. Ну хорошо, хорошо. Сегодня у тебя в офисе появится новая секретарша, звать Надежда. Расскажи ей, что и где, и не суетись. Да, но Крум-то собирается сегодня уехать. Он сегодня не уедет. Да убери ты. Понял. По-моему, неплохо. И прическа, между прочим, 1 к 1. Ну, вы молодцы, постарались. О, вот как раз и платье нашей прибыли. Ровно минута в минуту. Надь, примерь каждая. Но все это уже не модно. Ну, а кто тебе сказал, что это должно быть модно? Это должно быть похоже. Это вообще в стиле фэшн. Ладно, ребят, спасибо вам большое. Это вам. Жду в машине. Молодой человек, можно с вами познакомиться? Надя? Ты увидел свое лицо. Что, некрасиво? Нет, красиво, но... Что «но»? Мне кажется, все-таки ты точно во что-то вляпалась, Надь. Надь, садись в машину, мы опаздываем. Так, все. Мне пора. Надь, постой, я хотел сказать, что я на работу устроился по вечерам официантом. Молодец, желаю тебе хороших чаевых. Артем, только не начинай новый раунд переговоров. Мы сюда приехали, чтобы поблагодарить за оказанный прием и сообщить, что не готовы покупать комбинат в сжатые сроки. Мы не возражаем, если объект будет предложен другому покупателю. И готовы поддерживать деловые отношения. Это все. Понял, хорошо. А вдруг они спросят, что повлияло на наше решение? Мы не будем ничего объяснять. Мы даже не должны ничего объяснять. Кстати, ты заказал самолет? Заказал, не переживай. Новенькая? Михаил, скажите прямо, дело в цене? Если да, давайте обсуждать. Хочу вас поблагодарить за то время, которое вы нам уделили. Но нас ждет самолет. Все понятно. Как говорится, осталось только взять и выпить на пасашок. Наденька, а принеси-ка тормозок из моих старых запасов. И побыстрее, пожалуйста, у нас гости в аэропорт торопятся. А вот и коньячок. О, а коньячок-то надо лимончиком закусывать. Лимончик забыла.
25 лет выдержки. Грузинский, настоящий. Это ж сколько ж мне это было, когда его только в бочке закатывали. Прошу. А вот и лимончик. А еще я вам конфет принесла. Белочка, мои любимые. Угощайтесь. Миша! Миша! А? Ты слышишь? Что? Ну, пьют за наше здоровье. И нам ехать уже пора. А куда? В аэропорт. Самолет ждет. Самолет, да. Прошу. Да, правильно. Без нас не улетит. За здоровье. Мне надо выйти. Ну и что это с ним? Чем я могу вам помочь? Как вас зовут? Надя. Надежда Валерьевна. Миша, что случилось? Ты можешь объяснить, что с тобой вообще происходит, а? На тебе лица нет. Ты нормально себя чувствуешь? Может быть, скорую нужно вызвать? Что? Скорую вызвать. Артем, мне надо побыть одному. Поезжай в гостиницу, я пройдусь. Миша, ты как себя чувствуешь? Вот и славненько.